aktrisa bo'lsin, massovka bo'lsin yoki texnik gruppa bo'lsin, u har biri frilanser. U uchun, buni xavfsizlik uchun men javob bermayman. Певица Озода считается, пожалуй, самой неоднозначной и скандальной артисткой в Узбекистане. Ее уже запрещали на 15 лет в стране из-за прежних скандалов, но ей удалось вернуться на сцену. Как у нее это получилось? Какие грехи она совершила в прошлом и как попала в новый скандал, в котором красивая девушка осталась инвалидом? Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы и понять, кто же такая Озода. С вами канал Азия Фильмс, на котором мы делаем для вас фильмы про главных людей азиатского мира. Это будет очень интересное видео, поэтому очень советую вам досмотреть его до самого конца, чтобы ничего не пропустить. Приятного просмотра! va boshqalar insofiylar yo'q ekan, kopeyka ekansizlar, hammanglarning insofiylar bor. U qiz kabukda bo'lgan. Sabrina gelik oldidan o'tayotgan paytda qizni bosib ketgan Sabrinani. На днях интернет взорвался от новости, в которой фигурирует известная в Узбекистане певица Озода Нурсаидова. Все дело в том, что на съемках клипа певицы произошел страшный инцидент, в котором пострадала актриса. Как автор данного видео, я должна сказать вам о том, что данное видео несет исключительно ознакомительный характер. Данным роликом мы не пытаемся никого оскорбить или же навязать кому-то свою точку зрения. Это всего лишь мнение автора видео, которое сложилось на основании той информации, которая есть в открытых источниках в интернете. Toshso'ylari singan 4 tonnali mashina hozir 9 soatlik operatsiyani boshdan o'tkazib, necha kun komada yotib, operatsiyadan chiqdi. Eng qizig'i tirik qolmaydi deb aytishgan, tirik qoldi. Bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Faqat hozir nogironlar aravachasida harakatlanyapti. Shunaqa qiyin ahvolga solib qo'yib o'sha qizga yordam berishmayotgan ekan. Ana aktrisa bosib ketgan aktrisa ham 17 yosh bo'lib turib, zarracha mehr qalbida yo'q ekan, qahr ekan qalbi to'la. Yordam bergisi ham kelmayotgan ekan, uni ota-onasi ham yordam bergisi kelmayotgan ekan, pofig ekan, короче, hammasiga. Как пишут интернет-издания, сам инцидент произошел 7 ноября 2024 года. В городе Ташкент проходили съемки клипа известной в Узбекистане певицы Озоды Нурсаидовой на песню «Дилбарим». По информации и данным, которые разместила на своей странице в интернете сама пострадавшая Сабрина Жабарова, на нее дважды наехал автомобиль Mercedes Geländewagen, причем за рулем в этот момент находился ребенок, маленькая девочка актрисы Севинч Маруфова, которая также снималась в данном клипе. Вы в шоке? Я тоже. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bankaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odam nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada yomonlab qo'yishimiz mumkin, hammani yomon qilishimiz mumkin. Как так получилось, что несовершеннолетняя девочка управляла автомобилем? Это первый вопрос, который возникает после услышанного. Как говорят родные пострадавшей девушки, сначала модель попала под переднее колесо, которое переехало ее, потом и заднее колесо проехалось по девушке. В результате у Сабрины был сломан таз, а осколки костей повредили матку и мочевой пузырь. Так сообщают близкие пострадавшей. Также, по их словам, девушке долгое время никто не пытался оказать помощь, по их словам, модель буквально оставили лежать на земле и не приближались к ней больше часа. В результате девушка потеряла критическое количество крови, около 3 литров крови покинуло ее тело. В последующем девушку доставили в больницу, где ей предстояла 9-часовая операция. Врачи делали все возможное. Родственники пострадавшей заявили, что у девушки теперь одна нога короче на 7 сантиметров, и она получила инвалидность. Красивая девушка-модель стала инвалидом, и ее жизнь поменялась кардинально в один момент. Men endi hozir ommaviy axborotlarda qilinayotgan pretenziyalar va noto'g'ri muhokamalar bo'yicha gapiryapman-da. Shuning uchun men o'sha kuni bo'lmaganman, men ham telefon orqali eshitdim shu narsani. Ya'ni o'sha yerdagi aktrisa massovkadagi qizni urib ketibdi. Biz hayron bo'ldikki, ssenariy bo'yicha texnik ssenariy bo'yicha manimcha hech kim mashina haydash kerak emasdi. Biz hayron bo'ldik, qanaqasiga mashina haydaydi. Родные пострадавшей девушки сказали журналистам о том, что семья Сабрины подверглась давлению после произошедшего. Близкие девушки говорят, что люди, которые занимались организацией съемки, и другие причастные к этому люди не участвуют в жизни пострадавшей.
В течение 4 месяцев поначалу ей выплачивали по $500 в месяц, но потом начали приходить новые условия и угрозы. Якобы в сторону пострадавшей и ее семьи поступали заявления, что если какое-то видео или информация о произошедшем попадет в интернет, то финансовая помощь будет полностью прекращена. Знакомые девушки также говорят о том, что никто из виновных не хочет брать на себя ответственность. Дело было отправлено в суд, но до сих пор не было рассмотрено. Следователь отказывается передавать материалы, чтобы они не стали достоянием общественности, так заявили близкие пострадавшей. Но вот что говорит сторона самой певицы. Менеджер Озоды Нурсаидовой Дилмурод Сатторов вышел на связь после скандала в интернете. Lekin bunaqa kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib, gunohga botmaylikda. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa, bemalol telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad vobshe boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Менеджер певицы заявил о том, что их команда не участвовала в организации съемок. Менеджер Озоды пояснил, что после произошедшего инцидента начались необоснованные требования, в том числе финансовые со стороны пострадавшей. Якобы они со своей стороны выплачивали по $500 каждый месяц, но потом пострадавшая сторона начала просить дом и машину. Также менеджер «Звезды» сказал, что у них все задокументировано, есть видеозаписи, подтверждающие, что ей помогали. Оператор Шухрат Мавлонов, который принимал участие в данных съемках клипа, также высказался о случившемся. Он заявил, что никто не действовал со злым умыслом и призвал дождаться официального расследования. Интернет-издание «Репост» пишет о том, что из-за ошибки врачей пострадавшая осталась инвалидом и нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. Врачи неправильно зафиксировали тазовую кость, чтобы остановить кровотечение. Также девушка была в коме. Об этом также написала сама Сабрина в своей социальной сети. Ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya ketyapti. Bu insident bo'yicha. Ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, 02 qilinmagan va hokazo va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, Sabrinaga birinchi yordam ko'rsatilgan, operatsiyasi bormi, qon quyish bormi, hamma narsasi bo'yicha yordam ko'rsatilgan va shu kungacha yordam ko'rsatilib kelinyapti. Shaxsan men tarafdan. Va syomishniy gruppa ham qarab o'tirgani yo'q. Также журналисты издания «Репост» сообщают о том, что несовершеннолетняя актриса, по указанию оператора и режиссера Шухрата Мавлонова, нажала на педаль газа, но в этот момент потеряла контроль над автомобилем. После чего автомобиль дважды переехал девушку. Причем заднее колесо прокрутилось поверх девушки. Журналисты издания пишут, что несовершеннолетнюю актрису на съемки привез режиссер Ахат Каюм, заявив, что она умеет водить машину, и дал разрешение на вождение во время съемки. Представители певицы заявили, что в интернете распространяется ложная информация. В этом деле Озода проходит как заказчик. Ее не было на съемках. Она не видела инцидент, а пострадавшей была оказана и финансовая, и моральная помощь. Менеджер Озоды Нурсаидовой Дилмурод Сатторов в беседе с изданием газета.у заявил, что врачи рекомендовали девушке 3 месяца быть в одном месте и проходить лечение. Однако не прошло и 3 месяцев, как она снялась в другом проекте. Как я слышал, во время этих съемок она упала. И biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bu narsa bo'yicha tergov ketyapti. Birinchi kundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan, hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biz hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozod opa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan, bularga klip olib beringlar deb o'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haqqimiz yo'q kimgadir tuhmat qilib qo'yishga, bilib bilmasdan xohlagan narsani qo'yib yotibmiz. Но теперь у нас открываются новые подробности того злополучного дня. Ведь в государственном органе внутренних дел Ташкента сообщили, что Гелендваген наехал не на одного, а на 2 человек. Помимо жабровой травмы также получил молодой человек 2006 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Согласно заключению судмедэкспертизы, молодой человек получил легкие телесные повреждения, Жабборова, тяжкие, говорится в сообщении. Как пишет издание, подробно. УС Озода Нурсаидова выступила с официальным заявлением по поводу инцидента и выставила видео на своей странице в социальной сети.
Артистка опровергла обвинение в бездействии и заявила, что она не отвечает за безопасность людей, которые находятся на съемочной площадке. Певица подчеркнула, что в день инцидента она не присутствовала на съемках и узнала о случившемся только по телефону. Певица сказала о том, что была сильно удивлена, ведь по сценарию девушка не должна была находиться за рулем автомобиля. O'sha men ko'zim tushib qoldi. Biz aytayaptiki, 02 qilinmagan deyapti. Qanaqasiga 02 qilinmaydi? 02 ga qo'ng'iroq qilingani vaqti bor-ku. Yoki 03 chaqirilmagan deyapti. 03 chaqirilganda vaqti tekshiruv qilinadi. Nimaga o'rganmayapsizlar sizlarga adolat kerak bo'lsa? Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Ya'ni qilingan birinchi yordam hammasi ko'rsatilgan. Mayli minnat bo'lmasin. Mani administratorim 1 oy deyarli Sabrinani uyida yashadi. Певица заявила, что на протяжении 5 месяцев ее команда помогала пострадавшей и даже оплачивала аренду квартиры. Она также рассказала, что ее администратор месяц практически жил в доме пострадавшей, помогая ей и ее семье. Озада сказала, что после лечения Сабрина Жабборова вставала на ноги и даже принимала участие в съемках. Друзья, я понимаю, что у вас наверняка сейчас скопились эмоции от увиденного. Но я вас попрошу успокоиться и написать свою точку зрения в комментариях под этим видео. Мы хотим узнать реальное мнение людей. Потому что сейчас идет следствие и ничего конкретного мы утверждать не можем. Выскажите свои мысли по этому поводу. Как вы думаете, кто виноват в данной ситуации и почему все-таки несовершеннолетняя девушка оказалась за рулем брутального автомобиля? Yo o'sha men internet saytlagiga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapislarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor. Lekin unga hamma abdushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin. Bu qizni biz nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan. Yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Знаете, что самое печальное в этой ситуации? Можно много спорить на тему того, кто виноват и кто за что отвечает. Можно до потери пульса открещиваться от всего, в чем тебя обвиняют, или скидывать вину на кого-то другого. Но остается страшный факт. Красивая молодая девушка, которая вела счастливую жизнь и работала моделью, в одно мгновение стала инвалидом. И причем не по своей вине. Это очевидно. В этой ситуации ее вины точно нету. Только неадекватный человек будет специально калечить себя. Это бред. Вопрос остается открытым, кто позволил несовершеннолетней девочке сесть за руль автомобиля. Ведь кто-то ее туда посадил, и ключ был зажигания, если девочка смогла тронуться с места. Почему до сих пор никто не ответил на этот вопрос? То, что они платили девушке по $500 в месяц, это хорошо, но, как вы понимаете, этого недостаточно. Нужна еще одна дорогая операция, и на нее нужны деньги. А время идет, и здоровье ухудшается. Кто ответит за потраченное время? Кто-то может не ответить. 1 oy yashadi. O'sha hamma, больницадagi hamma yordami ko'rsatildi. Nafaqat men, o'sha hamma съемочный группа tarafdan. Hamma qo'lidan kelgancha yordamini qildi. Loqayd chetda tomosha qilib turgani bo'lmadi, hamma yordam qildi. Lekin nimaga bunaqa ma'lumot tarqalyapti? Shu jurnalistik etikaga to'g'ri keladimi shu narsa? Nufuzli, obro'li saytlarim tarqatyapti shuni. Конечно же, как вы понимаете, это не единственный скандал, с которым связана знаменитая певица. По информации из открытых источников, певица находилась под жестким запретом в своей стране с 2006 года. Она была лишена лицензии, дающей право на выступление, отлучена от сцены и исчезла с экранов телевидения. Вскоре стало известно, что она оказалась внесена в так называемый «черный список» артистов, чьи официальные выступления в Узбекистане запрещены. Спустя какое-то время без работы певица заявила, что подаст в суд на тогдашнего главу кабинета министров страны Мирзиёева. По ее словам, именно он стоял за запретом на ее выступление на большой сцене, а также на телевидении и радио. Она также эмоционально заявляла, что у нее есть веские основания, чтобы подать на него в суд, так как ей известно о неких незаконных действиях. Певица также сообщила о готовящемся сносе ее дома в Ташкенте и что к этому причастен также Мирзиёев. Gohida gullarga ko'mib qoldim. Kuyladim, hammani ko'nglini oldim. Faqat bir narsaga men amin bo'ldim.
Но через 2 года после этого Озода кардинально поменяла свою точку зрения и попросила прощения теперь уже у президента Узбекистана. На странице в своей социальной сети она выразила сожаление в связи с произошедшими в ее жизни 2 года назад событиями и попросила прощения за тогдашнюю попытку подать на него в суд, сообщил независимый сайт Элтус. Вот что написала певица в своем обращении: «Со временем все разрешилось само собой. О хитростях и интригах со стороны тех, кто моими руками хотел расправиться с Шавкатом Миромоновичем, стало известно позже через них же. Как говорится, Бог видит, у кого какие грехи. Я безмерно благодарна Шавкату Миромоновичу за то, что он показал себя в час испытаний как настоящий герой, человек с широкой душой и высоким благородством, и прошу у него прощения за образовавшиеся у него из-за меня проблемы», — написала Озода. Так почему же певицу запрещали в ее собственной стране? Дело в том, что, как мы раньше уже сказали, певица выступала в 2004 году на так называемом празднике по случаю обрезания сына богатого предпринимателя, после чего видео с этого праздника стали распространяться в интернете. На самом мероприятии было 1500 человек. Как писали в то время журналисты, правоохранительные органы и чиновники от Министерства культуры Узбекистана рассмотрели в данных видеозаписях несоответствие узбекским стандартам поведения в нарядах и действиях со стороны организаторов праздника и его гостей. Например, журналисты пишут про момент, когда один из гостей мероприятия все время акцентировал внимание присутствующих дам на своей паховой области во время танца, и якобы певица отвечала данному персонажу в ответ неподобающими шутками. В 2016 году певица дала интервью ресурсу Кауз и заявила о том, что на узбекской эстраде много бездарных артистов. Певица заявила о том, что 90% ее коллег по сцене не занимается собственным творчеством. Также она сказала, что очень много людей, которые крадут чужие идеи и задумки и выдают их за свои. Ранее певица заявляла, что отсутствие творческих личностей на экранах страны привело к ее деградации. Озода намекнула, что творческие люди лишаются лицензии по воле тех, кто хочет взять весь узбекский шоу-бизнес под свой контроль. Люди предполагают, что Озода тогда говорила про Гугушу, старшую дочь президента Гульнару Каримову. Озода Парпиевна Нурсаидова родилась 9 октября 1974 года в городе Тойтипа, ныне Нуравшан, Ташкентской области, в семье Парпи и Рана Нурсаидовых. Отец певицы ранее служил в органах внутренних дел. Он дослужился до звания подполковника. Мама Озоды была диспетчером на автобусном вокзале. Девочка с юных лет увлекалась творчеством. Она пела, рисовала и увлекалась чтением. Чуть позже ей захотелось быть юристом, но, к сожалению, она не смогла поступить в Ташкентский государственный юридический университет и поступила на режиссера в Институт культуры. Но режиссура недолго была главным увлечением, и девушка стала ходить на занятия по традиционному вокалу. Позже девушка окончила Ташкентскую государственную консерваторию и даже создала свой музыкальный ансамбль. Позже певица начала выступать сольно под псевдонимом Озода Саидзода. Девушка с каждым годом становилась популярнее. Озода исполняла песни на разных языках, например, на языке фарси и на английском. Она начала гастролировать не только в Узбекистане, но и в Турции, Индии, Египте и даже Великобритании и Америке. Это был успех. В 2001 и в 2002 году Озоду признали самой лучшей певицей Узбекистана. Дальше случился скандал с тем самым праздником, и певица пропала со сцены почти на 15 лет. С ней даже перестали здороваться коллеги, и все отвернулись от певицы. Но ее все-таки удалось вернуться на сцену после того, как она извинилась за скандальное видео. В 2021 году Озоду наградили медалью «Шухрат» за вклад в культуру. Rahmat. 16 mıydı? 16. Aynen. Happy birthday.
Что касается личной жизни певицы, об этом она ничего и никому не рассказывает и держит в тайне. Озода говорит, что счастье любит тишину. Несмотря на то, что артистка очень активно ведет социальные сети, в них вы не увидите фото или видео с мужем или членами ее семьи. В 2023 году у певицы умирает мама после тяжелой болезни. Это стало настоящим ударом для Озоды. Она рассказала о том, что у нее пропал интерес ко всему. Пропал сон. Ее мучают мысли постоянно. Она чувствует себя виноватой, ведь мама всегда переживала за проблемы дочки. Несмотря ни на что, Озода продолжает свою карьеру. Интересный факт. В 2022 году певица выложила в своей социальной сети фотографию часов и написала о том, что это подарок от президента России Владимира Путина. По ее словам, ей вручили коричневую деревянную шкатулку с надписью «От президента России». Внутри небольшого ящика оказались золотые часы, инкрустированные камнями, и удостоверение о подлинности подарка. На циферблате часов можно увидеть государственный герб России и надпись «Президент». Известно, что все подобные подаренные часы производятся в России, правда, купить в магазине их не получится, это специально изготовленные экземпляры. Кстати, вы не заметили, как изменилась внешне певица с тех времен, когда она пропала со сцены и когда вернулась. Многие были шокированы, увидев своего кумира после долгого запрета. Не исключено, что Озода прибегала к хирургическому или косметическому вмешательству во внешности. Посмотрите на то, как она выглядела раньше и как выглядит сейчас. У меня такое впечатление, что это другой человек. А вы что думаете? Давайте постараемся распространить это видео. Пусть люди знают о том, что случилось с молодой девушкой на съемках клипа. Ведь с того трагичного дня прошло уже много времени, а мы узнали об этом только сейчас. Никто не хотел этим заниматься. Поэтому мы хотим справедливого суда. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и коллегами. Пусть они также выскажут свою точку зрения по этому поводу. Поддержите видео лайком и напишите несколько комментариев, так ролик быстрее будет распространяться в интернете. Этим фильмом мы никого ни в чем не обвиняем. Мы просто хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Надеюсь, что вы хотите того же. Друзья, чтобы больше не пропускать наши свежие фильмы о людях из азиатского мира и не только, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Вы также можете стать спонсором нашего канала и тем самым поддержать нас любой минимальной суммой за нашу работу. Спасибо, что вы с нами, и храни вас Бог.